Всем привет, друзья! Меня зовут Ковалев Роман, и вот уже почти полгода прошло с тех пор, как я приехал в Канаду. Я здесь живу, учусь и работаю. Сегодня я запускаю серию видео о том, что меня здесь впечатлило, какие необычные вещи я здесь заметил, какие обычные вещи здесь я заметил, но которые меня также удивили и которые я не замечал прежде. И одно из первых вещей, что мне бросилось в глаза, когда я приехал в Канаду, это то, что я снимаю этот стендап уже долгое время, и за моей спиной мы не увидели ни одной машины. А мы находимся, между прочим, в самом центре города. Да, возможно, вы можете сказать, что сейчас пандемия и самоизоляция, движение ограничено, но дело не совсем в этом, потому что когда я только приехал в Канаду, и когда я прошелся 8 километров пешком до своего колледжа, я хотел воспринимать все в округе, я хотел посмотреть на дома, на город. На протяжении всей дороги я встретил где-то человек 5. И вот в чем дело. Канада занимает второе место по территории в мире. И лишь 38-е с результатом 37 миллионов человек по количеству жителей. Поэтому, возможно, Канада так благоприятна и доброжелательна к иммигрантам и к новым людям здесь. Я был поражен тем, как здесь выглядят дома, и то, что возле каждого дома по 2-3 машины, свой гараж, свое баскетбольное кольцо. Но здесь выглядит все именно так, как привыкли мы видеть это в фильмах. И первое время, да, возможно, и сейчас, у меня не прерывается ощущение того, что я нахожусь в декорациях для какого-то кино. Виндзор — это небольшой город, здесь вы не найдете таких небоскребов, как Ванкувер или Торонто. Но вы легко найдете небоскребы в США, в городе Детройт, который я вам покажу прямо сейчас. Детройт так близко, что можно разглядеть даже отдельные звездочки на развивающихся флагах, которые стоят в парке в Детройте. Канада и США — это добрые соседи. И если у вас есть гражданство той или другой страны, вы можете спокойно пересекать границу. Так и делает часть жителей города Виндзор или часть жителей города Детройт. Многие работают в одном городе, живут в другом. Особенно часто прибегает к туризму молодежь от 19 до 21 года по одной очень интересной причине. Тот самый день, когда становишься мужиком. Тот самый день, когда любого вышибалу можешь послать лесом. 21. Очкос! Дело в том, что законодательство Канады позволяет продажу алкоголя с 19 лет. Конечно же, предприимчивые американцы перебираются сюда, поэтому здесь процветают клубы, рестораны, бары, пабы, стрип-клубы и даже казино. Сейчас за моей спиной находится заведение Tequila Bob's. Это, наверное, я не знаю, но может быть центр такой ночной жизни Виндзора. Громкое заведение с музыкой. Рядом справа вы можете купить пиццы. Чуть-чуть дальше по улице вы можете купить каннабиса. Но об этом мы сделаем отдельное видео. Когда еще не было коронавируса, в пятницу, субботу было невероятное количество народу. Все гуляли, веселились и тусили. Об этом я расскажу отдельно в другом видео, потому что у меня много эмоций и впечатлений. Но это не первый раз, когда Канада привлекает инвестиции и деньги из Америки благодаря разнице в законодательстве. Нечто похожее уже происходило в начале 20 века, когда американцы приезжали сюда в жажде алкоголя. В США действовал сухой закон на протяжении 14 лет, с 1919 по 1933. Тогда как в Канаде он продлился всего 2 года. Запрет алкоголя спровоцировал невероятный рост организованной преступности, а Виндзор стал столицей контрабанды. Сейчас за моей спиной располагается историческое место. Именно сюда приезжал Аль Капоне для того, чтобы решать вопросы и дела по контрабанде алкоголя в Америку. Именно здесь также происходили важные решения. Это место использовали для встреч самые влиятельные и богатые люди города.
Многие дома на реке до сих пор имеют склады и хранилища для бочек, которые вывозили через реку или через туннели в Детройт, а уже оттуда их развозили по всей Америке. Сейчас я нахожусь в особенном районе города Виндзор. Здесь пахнет хмелем, здесь пахнет пшеницей, потому что сзади меня располагается завод по производству виски. Он был основан в конце 19 века, когда Хирам Волкер переехал сюда из Детройта. Вместе с заводом он построил и дома для рабочих. Вот представьте всю эту красоту с нашими заборами из говна и палок, из этого профнастила. О боже мой, о бог мой. Я даже слезу. Вы только посмотрите на эту красоту. Охренеть. Впоследствии были организованы свои пожарные бригады, своя полиция и церковь. Кстати, когда на реке появлялись полицейские, церковь подавала специальный сигнал с крыши, что было предупреждением для контрабандистов. Увидев комбинацию огней, они должны были поскорее убираться, либо выбрасывать бочки за борт. Как говорится, не без Божьей помощи. Возможно, именно на эту лавочку пришел Хэнк из игры Detroit Become Human, когда был в депрессии, когда у него было грустное, меланхоличное настроение, для того, чтобы успокоить себя видом на Ambassador Bridge. Nice view, huh? И увидеть действительно потрясающий Sky View, вот эти небоскребы, вот этот вид, который своей величавостью и монументальностью действительно может успокаивать. Единственная деталь, разработчики игры перенесли вот те небоскребы сюда, потому что здесь у нас находится пустота. Я сейчас вам покажу. Увидеть такой пейзаж для меня было вдвойне необычно, потому что я не привык видеть реальность в компьютерных играх. И нет, ладно, я играл в Stalker Тень Чернобыля. Я маслину поймал! Или в Metro Exodus, но я не привык видеть будущее в компьютерных играх, например, будущее России, потому что у нас в основном наши пейзажи используют для того, чтобы показать постапокалипсис или Армагеддон. В основе сценария игры Detroit Become Human лежит восстание расы андроидов. Роботы выглядели точно так же, как и обычные люди, но к ним относились как к вещам. Их покупали для выполнения домашних дел, тяжелой работы или даже для секса. Убийство андроида расценивалось как порча имущества, не больше. Когда ты в игре управляешь таким андроидом, то легко можешь прочувствовать всю ненависть и презрение, которое к тебе испытывают люди. Даже в автобусе нужно было ехать в отдельном отсеке. Единственный выход – это побег в Канаду, где по законам люди и андроиды равны. Эта история очень явная метафора на то, что происходило в США с чернокожими людьми. И для того, чтобы им спастись от рабства и преследований, им нужно было бежать. Существовала целая сеть маршрутов, где были отмечены убежища, которые прятали беглых рабов у себя. В игре отсылкой к этому смело можно назвать дом персонажа Роуз. Она его предоставляет как убежище для девиантов. Роуз открыто говорит, что ее предки в прошлом столкнулись с таким же отношением, и ее долг помочь андроидам стать свободными. Сейчас за моей спиной находится церковь, в которой прятались черные рабы, которые сбежали из южных штатов США, в которых творился кромешный ад с работорговлей. История учит нас ценить свободу, а Виндзор тогда стал ее символом. Сейчас хотел сказать, подводя итоги видео, но могу сказать точно, что итоги подводить пока рано, потому что я только начал, только разогнался, и еще очень много чего хочу вам рассказать. Я хочу вам в следующем видео поподробнее рассказать о ночной жизни в Виндзоре, которая когда-то была, да, когда-то существовала в прошлом мире. Будем надеяться, что она еще вернется к нам, и студенты точно так же смогут зажигать, веселиться, ходить в бары, общаться. Для этого я хотел бы, чтобы вы подписались, поставили лайк, замотивировали меня снимать почаще такие выпуски. Время у меня появилось, сейчас мы все находимся на карантине, и я надеюсь, что видео не испортил этот морской бриз, ну, морской речной бриз, да, и звук воды, пускай он
поуспокаивает ваши уши еще секунд 10, когда вы будете подписываться и ставить лайк этому видео. Все, пока.